Приветствую вас на канале Wow Nails Design. И в этом видео мне не терпится поделиться с вами идеей тигриного маникюра. Приближается Новый год, и по восточному календарю это год тигра, безумно красивого и величественного животного. И я, конечно же, сделала подборку с тигром, тигриным принтом и текстурой камня. Все в едином стиле и тональности, легко выполнимый и не требующий художественных навыков. Итак, четко, информативно, поехали! В качестве подложки ноготок перекрываю молочной камуфлирующей базой с кусочками золотистой потали. В подборке специально собрала и светлые, и темные варианты для любительниц как светлых маникюров, так и темных. В эти базы с золотыми хлопьями потали я просто влюбилась с первого взгляда. Просушиваю базу 30 секунд. И далее мне понадобится витражный гель-лак или витражный гель коричневого цвета. Данный гель у меня с AliExpress, а вообще можно смешать витражи желтый, красный и синий и получить красивый шоколадный цвет. Кистью для градиента наношу кутикулы и растягиваю к центру ноготка. Затем на руках клиентки придется перевернуть ее ручку и то же самое проделать уже от свободного края к центру. Точно так же растягиваю этот коричневый цвет, переворачиваю обратно, и чтобы довести градиент до идеала, чтобы не видно было никаких полос, прохожусь еще разметающими движениями. Просушиваю градиент 30 секунд. Затем прокрашиваю ноготок тонким слоем базы для гель-лака. Базу сушу только 5 секунд. На недосушенную базу буду крепить вот такие вот красивые металлизированные слайдеры. Вырезала необходимые мне фрагменты, положила на маникюрную одноразовую салфетку, смоченную обычной проточной водой, подвигала слайдеры, проверила, что они хорошо размокли, и штампом для стемпинга переношу на ноготок. На салфетке их изначально можно расположить так, чтобы перенести одним движением. Но у меня получилось большое расстояние между бабочкой и надписью, поэтому я перенесла сначала бабочку, а затем уже надпись. Силиконовой кистью обязательно разглаживаю, чтобы не было никаких нигде складочек. Фиксирую 10 секунд в лампе и затем перекрываю ноготок глянцевым топом. Топ просушиваю половину времени, этого будет достаточно. Далее очень густым топом глянцевым без остаточной липки, либо гелем наставляю объем на бабочке. Прорисовываю такие ребрышки, промежуточно фиксирую буквально 3-5 секунд фонариком, либо в лампе. И где необходимо дублирую, доставляю объем. Тут уже контролируем, дублируем или нет, кому сколько необходимо объема. Вот так у меня выглядит бабочка сбоку, достаточно объемная. Просушиваю окончательно 30 секунд, и дизайн готов. Хрустальная тигровая бабочка для любительниц светлых маникюров. Вот так вот можно совместить темного тигра со светлым. Следующий вариант: в качестве подложки буду использовать также камуфлирующую базу. У меня она такого солнечного желтоватого оттенка и также с кусочками золотой потали. Базу просушиваю 30 секунд. Беру коричневый витражный гель и точно так же кистью для градиента, но немножко сместила, то есть у меня будет наискосок. Затемняю у кутикулы и у свободного края. Чтобы не было видно полос от стягивающих движений, разметающими движениями доработаю. Тонкой кистью на клиенте, если необходимо, довожу до кутикулы и дорабатываю боковых валиков. Просушиваю этот градиент 30 секунд. Затем под слайдеры промазываю тонким слоем базы для гель-лака. Базу сушу только 5 секунд. И на недосушенную базу буду переносить хорошо размоченные слайдеры. Я переношу вот такой вот тигровый принт, точно так же наискосок, как и делала градиент. И половинку вот такой вот желто-оранжевой бабочки. Силиконовой кистью обязательно разглаживаю, чтобы не было нигде никаких заломов. Просушиваю 10 секунд в лампе и затем перекрываю ноготок матовым топом. У меня он с мелкими золотыми блестками. Пока матовый топ не просушен, покажу этот вариант в глянце. Тут кому как нравится, можно оставить и в глянцевом исполнении. Топ матовый просушил 30 секунд. И далее буду наставлять хрустальный объем на эту бабочку густым топом или гелем. Вставляю объем, где необходимо дублирую и окончательно просушиваю 30 секунд. И вот такой вот замшевый ноготок с тигровой ноткой и хрустальной блестящей бабочкой готов.
Но я на этом не остановилась, мне показалось, что все-таки чего-то не хватает. И я прошлась вот этим густым глянцевым топом по большим кусочкам золотой потали. Получились такие золотые капли. Просушила 30 секунд, и следующий вариант дизайна уже будет в темных тонах. Перекрываю ноготок в качестве подложки черным гель-лаком с шиммером. Просушиваю его 30 секунд. Далее под слайдер прокрашиваю ноготок базы для гель-лака тонким слоем и сушу только 5 секунд. И на черный я выбрала вот такой вот красивый металлизированного тигра. Точно так же штампом для стемпинга переношу размоченный слайдер на ноготок. Силиконовой кистью обязательно разглаживаю, чтобы нигде не было заломов. Просушиваю 10 секунд в лампе и затем ноготок перекрываю матовым топом с мелкими золотыми блестками. Мне очень нравится этот эффект, очень контрастно смотрятся хрустальные элементы на замшевом ноготке. Топ просушила половину времени, 30 секунд, и густым глянцевым топом раскрашиваю тигра. Пока не придавая объем, прорисовала сначала по контуру и в центре закрасила, чтобы вернуть ему блеск. Просушила 10 секунд и теперь дублирую, наставляя объем на ушах, носу, чтобы нос получился выпуклый, щечках и на полосках на груди, чтобы мордочка тигра визуально стала объемной и более хрустальной. Затем беру золотую гель-краску без остаточной липкости и прорисовываю принт тигра. Буквально где-то 3-4 полосочки вот таким вот образом, слегка дрожащей рукой, чтобы они не были идеально какими-то гладкими и ровными, как бы в форме галочки, вот такие вот легенькие полосы. В принципе, если честно, мне понравился очень вариант именно в золотой гель-краске с таким легким желтоватым оттенком. Но краску я просушила 60 секунд и вгладила в нее втирку медного оттенка. Излишки втирки смахнула кистью, и затем, чтобы втирка хорошо носилась, держалась, обязательно нужно перекрыть каждую эту полосочку, прокрасить топом. Я советую использовать топ погуще, без остаточной липкости. Перекрыла весь этот металлический принт и просушила 60 секунд. Несколько секунд даю топу остыть, чтобы он не потерял свой блеск, и вытираю салфеткой смоченного выбежиривателя от остатков втирки. И хрустально-тигровое залипалово в темных тонах готово. Следующий вариант – залипательный градиент. В качестве подложки буду использовать светоотражающую кошку. У меня она такого бежевого розового оттенка. Наношу ее плотным слоем и представляю магнит-палочку круглый, делая блик по центру ноготка, так, чтобы весь ноготок светился вот этим вот красивым бликом. Просушиваю 30 секунд и буквально 2-3 мм у кутикулы наношу черный гель-лак с шиммером. Затем наношу коричневый витражный гель или гель-лак где-то на треть ноготка. И на оставшуюся часть наношу оранжевый или рыжий витражный гель-лак. Кистью гребешок для градиента разметающими движениями перемешиваю гель-лаки цвета между собой. В принципе, уже даже на этом этапе витражи перемешиваются практически в идеальный градиент. Но чтобы довести до 100% идеального градиента, прохожусь стягивающими движениями. И не забываю докрасить, доработать у боковых валиков и тонкой кистью докрашиваю черным гель-лаком с шиммером у кутикулы. И вот такой вот горящий градиент залипалово у меня получился. Просушиваю 30 секунд и затем перекрываю глянцевым топом без остаточной липкости. Окончательно досушиваю топ 60 секунд. И следующий вариант дизайна точно так же в качестве подложки перекрыла ноготок светоотражающим кошачьим глазом. Можно взять любой оттенок, главное нейтральный, цвета шампанское, золотистый, серебристый или даже вот такой вот бежево-розовый. Также сделала блик по центру, просушила 30 секунд и далее буду перекрывать оранжевым, рыжим витражным гель-лаком. Перекрываю достаточно плотным слоем, но не сильно объемным, чтобы он не растекался к боковым валикам. Кистью для градиента и коричневым витражом прям по непросушенному рыжему витражу делаю с боков к центру вот такие вот полосы. Получается вот такой вот легкий размытый тигровый принт. Просушиваю 30 секунд. И далее гель-краской. У меня это гель-краска для стемпинга черная, так как она очень плотная. И кистью страйпер, длинная тонкая кисть, прорисовываю очень легкий тонкий тигровый принт.
Прорисовав принт, не просушивая его, беру кисть для градиента и этой же краской, гель-краской для стемпинга черной, делаю как бы такие ворсинки. Делаю несколько штрихов и получаю такой более натуральный пушистый тигровый орнамент. Просушиваю прорисованный принт гель-краску 60 секунд. И чтобы визуально придать еще больше объема, взяла черный гель-лак с шиммером и с боков к центру сделала по 2-3 мазка и растушевала как бы клиньями небольшие затемнения. Просушила 30 секунд и перекрываю ноготок глянцевым топом, слегка выравнивающим слоем. Камера, к сожалению, конечно, немножко съедает и не получается показать всей залипательности, учитывая, что это кошка, горящий вот этот блик, и плюс еще светоотражающие частицы. Топ досушиваю 60 секунд, и заключительный вариант — это текстура камня в тигровой расцветке. Точно так же в качестве подложки буду использовать кошачий глаз со светоотражающими частицами. Сделала блик немножечко наискосок, просушила гель-лак 30 секунд, и на оставшуюся липкость после просушки выкладываю кусочки золотистой потали. Делаю это так же, как и блик, по диагонали наискосок. Плоской мягкой кистью обязательно приглаживаю, разравниваю эти кусочки. И затем перекрываю ноготок витражным гель-лаком оранжевого либо рыжего цвета и, не просушивая, кистью для градиента добавляю коричневого витража. То есть коричневым я затемняю вокруг вот этого блика кошачьего глаза и некоторые кусочки потали. К свободному краю затемняю и чуть-чуть довожу развод до кутикулы. Просушиваю 30 секунд, перекрываю ноготок матовым топом слегка выравнивающим слоем. Топ лучше взять без остаточной липкости. Просушиваю его 30 секунд и далее беру черные акварельные капли и ими делаю развод. Наставляю столько слоев, сколько мне необходимо, чтобы они получились насыщенные. Точно так же по диагонали. Жду, чтобы эти разводы хорошо высохли, то есть они должны стать полностью матовыми. И затем беру белые акварельные капли и провожу по контуру кошачьего блика волнообразными движениями, повторяя 2-3 раза, чтобы разводы получились более насыщенные. Дожидаясь, когда разводы просохнут. В матовом исполнении, кстати, тоже очень эффектный дизайн получается. И черной гель-краской, совсем такой тонкий, невесомый, наискосок в уголке прорисовываю тигровый принт. Просушиваю 60 секунд и перекрываю ноготок глянцевым топом без остаточной липкости, слегка выравнивающим слоем. И топ окончательно досушиваю 60 секунд. Текстура камня в тигровой расцветке готова. И, кстати, это самый легкий, быстрый и менее объемный способ создать залипательную текстуру камня. Подборочка тигрового маникюра готова. Я совместила и текстуру камня, и тигровый принт, и даже бабочек с тиграми и надписями. Уверена, очень многие облюбуют данный дизайн. А у меня на этом все. Надеюсь, это видео вам понравилось или было полезным. Не забывайте ставить лайки, мне будет очень приятно. А также подписаться на мой канал, если еще этого не сделали, чтобы не пропустить новые интересные идеи. И до новых встреч!